Some players favor just trying to follow the character's logic, and others try to make the game the best story possible. And you don't know which is which, and you need both styles of play. Потому что некоторые игроки, например, отыгрывают своих персонажей очень логично, так как написано, все последовательно. А некоторые пытаются просто сделать историю наиболее интересной для игры, для себя. И вы никогда не знаете, какой игрок попадется вам и в каким героем. Поэтому нужно использовать разные способы. То есть включать конфликт в описании нескольких персонажей. So basically, think about what's good to, or what would be interesting to happen during the game, and then how do I make it probable that it comes out of the material that I've given the players. То есть, когда вы пишете игру. Okay, some of you played this game yesterday. Некоторые из вас играли в эту игру вчера. Yes, this is Prelude. It's about a band that is about to break up. Это игра о группе, которая находится на грани распада. And there, as you can see from this, they're sitting in the backstage waiting for their turn to go play, and everyone has problems with everyone else in the group. Игра происходит в тот момент, когда группа находится там играет развивающая группа, и сама группа ждет выхода своего на сцену, но у них есть между собой конфликты, которые им нужно решить. It's been designed by a Finnish school psychologist called лекция. Эта игра была написана финским исследователем по имени ларпах. And it's been used both in schools and as just entertainment play. И эта игра используется как в школах в качестве образовательной игры, а также просто для развлечения. It's, for example, excellent for language learning. Это просто очень хорошая игра для тех, кто изучает язык. Here we have one of the characters. And the idea here is that there is a random table. Идея здесь в том, что игрокам дается абсолютно случайная таблица. From which you pick relationship traits to each member of the band, including the person, him or herself. И из этой таблицы вы сами создаете, герои сами создают отношения со всеми участниками группы, включая и самого себя. And these can be positive or negative. So, for example, Zach here may trust Chris, the solo guitar player. Это могут быть как позитивные какие-то отношения, так и негативные. Значит, например, Зак может доверять Крису. Yes, and in Chris's character sheet, because these are random, it can be said that, for example, Chris hates Zach or thinks he's completely untalented. А Крис, например, может написать, что он ненавидит Зака, да, потому что он там абсолютно не талантливый. И это реально, потому что эти таблицы незаконны, и герои заполняют их сами по себе. So the idea behind this is to show that relationships between people and the way they communicate with each other are not necessarily equal. Идея, которая стоит за этим, в том, чтобы показать, что общение между людьми, а также отношения не всегда равны, то есть двух сторон. Кто-то может кого-то нравится, кто-то другого нет. Very often, when people design role-playing games, they just mark people having the same relationship both ways. Поскольку очень часто, когда создаются ролевые игры, то те, кто их создает, обычно отмечают просто пару с одинаковыми отношениями. Вы там любите друг друга, или там вы дружите друг с другом. But sometimes instead of just you hate each other, it may be more interesting to write relationships where one person is angry towards another one and the other one maybe has a secret crush. И вместо того, чтобы написать, вы просто друг друга ненавидите, гораздо интереснее написать, что один из вас, например, другого ненавидит, а второй, может, наоборот, теряет симпатию. And these characters in this case, they form completely from the relationships, plus their relationship to themselves. И персонажи в этой игре формируются абсолютно полностью из отношений, которые они прописывают в этой карточке, к другим игрокам, а также к самим своим собственным персонажам. So when the game starts, we know next to nothing about Zach as a person. Поэтому, когда игра начинается, в общем-то, мы не знаем практически ничего о Заке как человеке. And these persons are basically created during the play.
И обычно эти личности этих персонажей создают свою игру. Yeah, and the issue here is the biggest problem with being in the band right now. И вот эта строчка, где написано последняя, да, она обозначает, в нее нужно вписать ту самую большую проблему, которую ваш персонаж видит в группе. It can be a person, it can be money, Это может быть ambition. Человек, да, другой какой-то персонаж, это могут быть проблемы с деньгами, там, творчество, все что угодно. Yes, I have a copy of the script with me, and this can be gotten from the author as well. Значит, у Томаса есть с собой эта игра, и I highly recommend trying it out. он здесь рекомендует проиграть. Okay. These kinds of games are especially useful for teaching what is called strategic information. Образовательные игры особенно, наиболее подходящие для донесения так называемого стратегической, обучения стратегической информации. Because people tend to favor certain kinds of information over others. Потому что люди склонны предпочитать какие-то виды информации другим. Strategic information means anything that can alter the current situation or social interaction, from practical skills to sort of emotional sensitivity. Так называемая стратегическая информация – это та информация, которая может повлиять либо изменить существующую реальность, и она может включать все что угодно, например, какие-то практические навыки или просто какие-то чувственные чувства, ощущения человека. And strategic information, besides the immediate needs in people, also connects that as a species we are very interested in stuff that's related to either our survival or anything that's related to sex, either for ourselves or those nearby us. We're endlessly curious about these things. Также эта информация может включать не только какие-то там практические навыки или то, что мы можем использовать, но и то, в чем люди обычно просто заинтересованы. Это, не знаю, какие-то отношения, то, что происходит вокруг и так далее. То есть то, что люди постоянно, ту информацию, которая людям постоянно интересна. Which means that these are very good topics that people have an ease to play with. Это означает, что в этих играх чаще всего используются те темы, которые люди постоянно хотят проигрывать или обсуждать или изучать. So character survival and any kind of relationship play are those that are most likely to be very natural to people. Поэтому в этих играх чаще всего используются разные отыгрывания таких ситуаций, как отношения, там какие-то кризисные проблемы, которые, чаще всего интересно проигрывать. The problem, of course, with using these is that they're not necessarily appropriate for all topics. Значит, проблема в том, что это не всегда подходящее для всех тем, для средства. And additionally, these carry the risk of being too entertaining. Также, важно помнить, чтобы это не стало слишком весело или просто только весело. So if it hasn't become obvious yet, I'm talking about balancing everything. Значит, я еще раз повторяюсь о том, что необходимо соблюдать баланс образовательного момента и развлекательного момента в каждой игре. Because you can't really know your target audience, especially if you're designing a game that is not just to be run once. Это особенно актуально, когда тот, кто пишет игру, не знает, какая у него будет, кто будет играть в его игру, и особенно если вы хотите, чтобы ваша игра проявилась не однажды. This is another game of mine called The Critic as Artist. Это еще одна моя игра, называется «Критик как художник, артист». And this was written for an arts festival. Я написала ее для фестиваля искусств. But it's since then been used as a teaching and training tool in schools, universities, and one retirement home. Но после того, как я написала, эту игру стали использовать в качестве тренировочной игры в школах, университетах, а также в одном из образовательных учреждений для пенсионеров. Yes. The idea is that we have from 3 to 12 art critics. Идея в том, что в этой игре играют от 3 до 12 критиков искусства. Who during a large event которые во время какого-то большого события are told to form small groups and go out into the city
у них такое задание образовать какие-то, разбиться на маленькие группки и пойти в город.